Все началось с того дня, когда молодая семья решила сменить бесконечный городской шум и вечную суету на абсолютное уединение среди первозданной дикой природы. Их выбор пал на просторный и уютный дом, расположенный на самой окраине небольшого уединенного поселения, прямо у границы с величественным национальным лесом. Место с первого взгляда казалось по-настоящему сказочным. Чистейший горный воздух, вековые зеленые деревья, подступающие к самому крыльцу, и лазурная, кристально чистая гладь бассейна, обустроенного прямо на заднем дворе. Это был их личный оазис комфорта посреди дикой глуши. Еще на этапе оформления сделки местный риэлтор, добродушно улыбаясь, честно предупредил будущих хозяев. Знаете, в этих краях фиксируется очень высокая медвежья активность. В тот момент супруги лишь весело переглянулись и легкомысленно отмахнулись. Они ожидали увидеть лесных обитателей от силы раз или два в год где-нибудь далеко среди деревьев на горизонте. Однако реальность очень быстро и бесцеремонно превзошла все их ожидания. Их участок оказался самым первым на пути косолапых путешественников, регулярно спускающихся из гущи национального парка в долину в поисках новых приключений, еды и чего-нибудь любопытного. Однажды тихим солнечным днем хозяин дома проходил мимо большого панорамного окна, выходящего во двор, и краем глаза заметил странное ритмичное движение. Вода в бассейне ходила ходуном, тяжелые волны поднимались и с шумом опускались, перелетая через бортики, словно там тренировался заправский пловец-тяжеловес. Подойдя ближе и присмотревшись, мужчина замер от неожиданности, а по его спине пробежал ощутимый холодок невольного страха. В их личном бассейне, блаженно зажмурившись от удовольствия, вальяжно купался огромный дикий медведь. «О боже мой, у нас во дворе настоящие медведи!» – испуганно прошептал он жене, стараясь не издавать лишних звуков и не привлекать внимания хищника. Первой естественной реакцией, конечно же, была самая настоящая паника. Хозяева бросились судорожно проверять и закрывать все окна и двери, параллельно вспоминая все известные им инструкции по безопасности при встрече с дикими зверями. Из окна второго этажа они, затаив дыхание, наблюдали, как незваный лесной гость чувствует себя абсолютным полноправным хозяином положения. Медведь не проявлял ни капли агрессии, он просто искренне спасался от изнуряющей летней жары в прохладной освежающей воде. Со временем первый шок прошел, а страх начал постепенно уступать место строгой бытовой дисциплине и чистому исследовательскому любопытству. Семья быстро и четко выучила главные правила безопасного сосуществования с крупными хищниками. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять остатки еды на улице, максимально плотно закрывать массивные мусорные баки и всегда держать окна первого этажа наглухо закрытыми. Но просто закрывать глаза на то, что систематически происходило на их собственном заднем дворе, было выше их сил. Медведи возвращались снова и снова, став постоянной частью их повседневной реальности. Каждая такая прогулка диких зверей превращалась в полноценное захватывающее зрелище, и хозяева начали детально фиксировать происходящее на видео. К удивлению супругов, довольно быстро обнаружилось, что у каждого медведя, регулярно заходившего к ним в гости, был свой собственный, абсолютно неповторимый характер, свои привычки и манеры поведения. Один очень крупный массивный самец, например, наведывался на участок исключительно ради спокойного дневного сна. Он аккуратно забирался в воду, устраивался поудобнее у самого бортика, клал огромную голову на лапы и просто засыпал на 40 минут, мерно качаясь на мелких волнах, как на надувном матрасе. Другие медведи, преимущественно молодые особи, оказывались невероятно игривыми и активными. Их до глубины души привлекали оставленные у воды яркие надувные матрасы, разноцветные мячи и разнообразные пластмассовые игрушки для бассейна. Мощные лапы с длинными острыми когтями, на удивление аккуратно и бережно шлепали по надувным кругам. Звери подолгу пытались разгадать тайну этих странных, легких, плавучих предметов, смешно фыркая и толкая их носом. Повеселившись от души, наплескавшись и окончательно охладившись, довольные животные спокойно и неторопливо вылезали из воды, отряхивались и отправлялись обратно в тенистую чащу родного леса или дальше по улице, оставляя хозяев дома в полном неописуемом восторге.
Среди всех косолапых визитеров особенно сильно выделялась одна взрослая медведица, которую хозяева со временем стали узнавать по особым приметам и ласково назвали Мэдди. Она стала их самой частой, пунктуальной и преданной гостьей. Мэдди разительно отличалась от остальных медведей удивительным, почти домашним спокойствием и поразительным дружелюбным любопытством. Она могла подолгу, совершенно безбоязненно бродить вокруг бассейна, внимательно разглядывая пластиковые шезлонги, обнюхивая садовые цветы и заглядывая в большие панорамные окна, словно проверяя, дома ли ее знакомые двуногие соседи. «Что ты там делаешь, милая?» – с доброй улыбкой шептал хозяин, аккуратно снимая ее через защитное стекло. Мэдди вела себя настолько предсказуемо, дружелюбно и уверенно, что остатки страха перед ней у семьи полностью исчезли. Медведица постепенно стала полноценной, неотъемлемой частью их загородной жизни, и они искренне радовались каждому ее появлению. Но самый главный и ошеломляющий сюрприз ждал семью впереди. В какой-то момент Мэдди пропала на несколько месяцев. Она не появлялась весь конец зимы и начало весны, и хозяева уже начали не на шутку волноваться, искренне скучая по своей пушистой любимице. И вот в один из теплых дней Мэдди снова гордо перешагнула границы их участка. Но на этот раз она пришла не одна. Рядом с ней, забавно перебирая крошечными лапками и неуклюже спотыкаясь о траву, семенил маленький, невероятно пушистый медвежонок. «О боже мой! Она, оказывается, все это время была беременна!» Хором ахнули удивленные хозяева, буквально прильнув к оконному стеклу. Малыш был настолько крошечным, неуклюжим и очаровательным, что сдержать искренние слезы умиления и бурные эмоции было просто невозможно. С этого дня Мэдди официально носила новый, гордый и ответственный статус матери-одиночки, работающей в режиме тяжелого, круглосуточного и непрерывного детского сада. Появление маленького детеныша привнесло в регулярные визиты Мэдди новые, безумно забавные и трогательные краски. Как и любой другой смертельно уставшей маме, Мэдди теперь жизненно требовалось хотя бы немного времени на личный отдых и перезагрузку. И их домашний бассейн стал для многодетной лесной мамы идеальным, роскошным спа-салоном под открытым небом. Медведица со знанием дела степенно и деловито заходила по ступенькам в воду и сразу же начинала свои любимые водные процедуры. Причем она не просто пассивно сидела в воде, спасаясь от зноя. Мэдди очень любила устраивать настоящие заплывы от одного глубокого конца бассейна к другому. Она плавала туда и обратно, тщательно омывала густую шерсть, смешно фыркала и полностью погружалась в живительную прохладу, закрывая глаза от блаженства. В то самое время, пока уставшая мама наслаждалась долгожданным одиночеством, отдыхом и свободным плаванием, ее пушистый малыш терпеливо оставался на безопасном берегу. Он не решался лезть в глубокую воду, зато вовсю резвился на заднем плане. Весело бегал по зеленой траве, гонялся за бабочками, прыгал вокруг шезлонгов и с огромным детским любопытством изучал садовые кусты. Сама Мэдди в эти минуты выглядела невероятно довольной, расслабленной и умиротворенной. Прохладный бассейн давал ей бесценную возможность на несколько минут перевести дух, побыть наедине с собой и хоть ненадолго отвлечься от бесконечных материнских забот и бдительного контроля за непоседливым ребенком. Сегодня, детально вспоминая свои самые первые дни после переезда в этот загородный дом, супруги открыто признаются, что поначалу испытывали самый настоящий, глубокий первобытный испуг. Огромные лесные хищники, свободно разгуливающие прямо под их окнами и плавающие в их бассейне, казались им смертельной угрозой и нарушением всех мыслимых границ безопасности. Однако эти удивительные, умные и деликатные создания полностью перевернули их привычное восприятие дикой природы. Медведи, сами того не ведая, круто изменили всю их жизнь, и хозяева без тени сомнения утверждают, что эти изменения произошли исключительно к лучшему. Былой панический страх навсегда уступил место глубокому взаимному уважению, искренней любви и четкому осознанию важности гармоничного
мирного сосуществования человека и природы. Человек и дикие звери научились уважать личные границы друг друга и делить это живописное пространство у подножия леса без какой-либо агрессии, глупых предрассудков и конфликтов. То, что в самом начале казалось пугающим, опасным испытанием, со временем превратилось в один из самых позитивных, ярких и вдохновляющих опытов в их жизни. Сейчас хозяева этого необычного дома с гордостью и теплотой говорят, что иметь уникальную возможность видеть Мэдди, ее забавного пушистого малыша, и других лесных медведей так близко, ежедневно наблюдать за их искренней, детской радостью от простых брызг воды – это не обуза и не опасность. Это самая настоящая, редкая и великая привилегия, бережно подаренная им самой природой, которую они научились ценить всем сердцем.